Пляж 4 отелей сети «Альбатрос» представляет собой лагуну, с двух сторон окруженную пирсами. Тот, что видно напротив, для гостей «Аквависта», «Акваблю» и «Аквапарк», расположенных на второй линии. А мы находимся на пирсе справа от пляжа. Здесь кабинки и лежаки для гостей отеля «Бич Альбатрос». В основном именно кабинки, с крышей и закрытые с 3 сторон матерчатыми стенками. Конечно, такие стенки не спасали от холода в ветреные дни, но они защищали наши настольные игры от потерь. На основной части пляжа играть в карты или лото или эрудит на ветру проблематично, разве что в домино. Идем на второй пирс слева от пляжа. Здесь тоже есть несколько кабинок, но в основном лежаки с зонтами. В предыдущий наш отдых осенью были еще пуфики, но, видимо, на зиму их убирают. Сейчас 12 часов дня, людей почти нет, хотя это территория для гостей 3 отелей второй линии, которые находятся через дорогу от Бич Альбатрос. Очевидно, они все сидят на теплых бассейнах в аквапарке. На протяжении всего пирса есть спуски в воду. Где-то крутые, как этот, для заныра, где-то лестницы с ковриками, чтобы плавно зайти, в частности детям. Здесь поплавать с масками самое то. И рыб стаи, и крабы выходят на камни семьями, и были замечены несколько загадочных объектов, что-то напоминающее стаю червей и красный моллюск. По ощущениям, вода теплее, чем когда заходишь с песчаного берега. Мы придумали, что это благодаря большим камням у пирса, по аналогии с индейскими супами из раскаленного камня, не путать с индийскими. Об этом будет отдельный ролик. Следите за анонсами. Пока прогуливаемся по пляжу, расскажу про один минус всех хургадинских альбатросов, включая дорогущий White Beach и Blue Spa. С 1 марта по 30 ноября, то есть всегда, кроме зимних месяцев, отели к любому бронированию выставляют обязательную доплату за ужин Neverland, а именно $25-30 взрослый и половина цены за ребенка. Проходит это мероприятие на открытом воздухе в отеле «1001 ночь» рядом с торговым центром Сенза. Длится примерно часа 3 плюс время на трансферы. Летом жарко, в ноябре и марте холодно. Еда посредственная, как и представление. С маленькими детьми точно будет пытка, а не ужин. Ну и ладно один раз там побывать для галочки, а если 2-й или 5-й раз отдыхаешь в Альбатросах, точно не поедешь, но оплатить обязан. Менеджменту стоило бы репитеров пожалеть и не брать деньги за ненужную услугу. Хорошо, хоть на зимние месяцы отменяют. Всегда было интересно, кто занимается переводом подобных вывесок. 5 ошибок только в заголовке – это сильно. Плакат предупреждает, что нельзя ловить рыб, кормить морских обитателей, трогать кораллы и ходить по ним, выбрасывать мусор в море. Вход в воду с песчаной части пляжа слева каменистый, а по центру и справа чистый песок. По глубине идеально. Есть место малышам поплескаться у берега, а взрослые, сделав несколько шагов, могут плыть. Вода чистая, мусора и мазута от яхт не было замечено. Вместе с голубями, воробьями и воронами по отелю гуляют египетские священные цапли Бен-Бен. В одних мифах и легендах эта птица была душой бога Ра, он же бог солнца и бог-творец, создавший все сущее. В других говорят, что аист олицетворял воскресение из мертвых и ежегодные разливы Нила. А вот так выглядит занятость лежаков на основной части пляжа, тогда как на пирсе все свободно. На некоторых зонтах видны красные флажки. Это просьба не беспокоить предложениями экскурсий, массажа и прочего. Их можете взять там же, где и полотенца.
По субботам на пляжном бассейне ставят несколько батутов. Один с горкой в воду, другой с быком а-ля родео и несколько на суше. Почему-то после обеда, то есть буквально на пару часов, учитывая, что их принести, надуть и потом сдуть и забрать — это целая история. Детский бассейн с горками подогревается, но будьте осторожны, уж не знаем, как такое случилось, на дне бассейна наляпана краска, та, которой горки окрашены. Дети, ползая по дну, а плыть там не хватает глубины, портят купальники, и также краска остается на теле. Купальники, соответственно, в мусор, а с кожи и ногтей разве что ацетоном оттирать. Пытались сказать об этом на ресепшн, они, мягко говоря, игнорируют. Непонятно почему. Рядом с этим бассейном детский клуб, теннисные столы. Есть стойка, где во второй половине дня мороженое и воду-соки дают. За стойкой туалет и душевые кабины. Алкогольных напитков поблизости нет, но ходят официанты и могут принести из более дальнего бара. Будки с полотенцами под большими горками и в левой части пляжа. В детский клуб мы ни разу не сходили, у нас было много детей и занимали себя сами. Но слышали, что аниматоры на пляже предлагали один раз пойти пиццу стряпать и один раз звали в детский клуб разрисовывать футболки. Это мероприятие стоит 12 евро. Большие горки без подогрева. Зимой вода просто ледяная. Мы были в феврале и судьбу не стали испытывать. Между большими горками и въездом в отель была зеленая территория с пальмами. Пальмы при нас экскаватором выкорчевали и с теодолитами ходили. Белое что-то сыпали. Полотенщики сказали, что будут строить амфитеатр. Эта дорожка ведет от въезда в отель по всей его территории до ресепшн и далее к морю. Когда раньше отдыхали в отелях второй линии, ходили по ней на пляж. Для ленивых есть трансфер, но не всегда удобно ждать его, проще прогуляться. Еще немного информации об отеле. На ресепшн есть банкоматы, где можно валюту поменять на египетские фунты. Там же 2 бара с кофемашинами. Капучино подают в больших кружках. Вкусный. Есть 4 ресторана. Итальянский, он же рыбный, на бассейне с синей горкой, основной на 2-м этаже, азиатский со стороны Альбатрос Палас и еще один маленький со стороны пляжа. Можно перемещаться с тарелкой между ними. Я, например, всегда находила что-то вкусное для себя в азиатском и с детьми шла в основной, им там вкуснее было. Для активных товарищей мини-гольф, настольный теннис, бильярд. Есть 2 спортзала, маленький у бассейна на пляже и второй побольше за жилыми корпусами рядом с въездом в отель. Его случайно нашли уже перед отъездом. Дневная анимация, как и везде в Египте последние годы, колхоз. Претензий нет, в более дорогих отелях то же самое. Зато было несколько приезжих танцевальных коллективов из Латинской Америки по вечерам, вот они зажигалки. В ветреные дни мини-диско и шоу проводили в закрытом помещении рядом с основным рестораном на 2-м этаже. Там мест для гостей не хватало. В теплые дни на уличной сцене, более просторно. Вот пока, да.